Как понять, что мужчина не любит женщину? Это два таких волнующих вопроса основных. Как понять, что мужчина относится к женщине серьезно? И второй вопрос, как понять, что мужчина относится к женщине несерьезно? Сегодня мы разбираем с вами второй. Сразу хочу сказать, что эти положения являются такими общими, они требуют подгонки к каждому конкретному случаю, но, как правило, вот эти вот признаки, они работают. То есть, если мужчина ведет себя так, как я буду говорить дальше в этом видео, то, скорее всего, он несерьезно относится к женщине, с которой он находится в отношениях. Меня зовут Евгений Масеев, и сегодня мы с вами говорим о том, как понять, что мужчина не влюблен в вас. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. И первая вещь, на которую очень важно обратить внимание, это то, что мужчина не интересуется тем, что происходит вне свидания. То есть, вы можете с ним встречаться, и в моменте он очень внимателен, он интересуется вами, как вы сейчас себя чувствуете, он делает вам комплименты, замечает, как вы сейчас, там, скажем, выглядите, он может устраивать какие-то шикарнейшие свидания, но он не думает о том, что происходит вне свидания, он не интересуется вашей жизнью вне свидания, он не интересуется вашими какими-то интересами, то есть его не интересуют, так сказать, отношения в длиннике, его интересуют отношения в моменте. Это, в принципе, неплохо, если вы только начинаете встречаться с человеком, то есть, так сказать, вот первые эти конфетно-букетные такие свидания, там это как бы и предполагается. Но если вы достаточно долго с человеком встречаетесь какое-то время и уже понимаете, что вас должно как будто бы связывать что-то такое, что происходит между вашими встречами, то есть вы должны связаны быть не только когда вы видитесь, но и между встречами, вы должны понимать контекст жизни друг друга, а мужчина с вашим контекстом совершенно не интересуется, то, скорее всего, он вас воспринимает как такого человека только лишь для встреч, а не для отношений. Вторая вещь, на которую стоит обратить внимание, это если мужчина обходит какие-то неприятные такие проблемные разговоры. То есть в ваших отношениях наступает момент, когда нужно поговорить о том, куда мы дальше, в общем, движемся, как мы будем там дальше жить, не знаю, каковы твои отношения с твоей там бывшей женщиной или бывшей девушкой, там, или вот, то есть какие-то вот такие вот вопросы, такие разговоры, которые, они как бы вроде неприятные, но если вот этот вопрос прояснить, то мы можем дальше двигаться. Если мужчина эти отношения не рассматривает как что-то такое вот серьезное и ценное, он будет эти разговоры обходить, потому что он не рассматривает их как долгосрочные. И зачем сейчас тратить время и говорить о чем-то, что может как-то повлиять на дальнейшие эти отношения, если эти дальнейшие отношения в принципе и не планируют. Третья вещь, на которую очень важно обратить внимание, это если вы понимаете, что мужчина не дает вам эмоциональной поддержки. Вы наверняка замечали, что всегда, когда у нас есть отношения с близким человеком, бывает момент, когда нам важно что-то такое вот ему рассказать, чем-то поделиться, и человек, если мы для него важны, он нас слушает, и вот от одного того факта, что нас внимательно слушают, как-то внимают нам уже становится легче. То есть бывает так, что в нашей жизни случаются какие-то проблемы, которые мы пока не собираемся решать, либо мы не требуем, что кто-то помог их нам решить, но нам важно о них поговорить. Предположим, начальник как-то грубо с тобой поговорил на работе, или там, скажем, ты с мамой поссорилась, или где-то что-то такое произошло, что как бы, ты ничего не поделаешь, но тебе важно выговориться с важным человеком. И вот вы, например, с вашим мужчиной начинаете об этом говорить и понимаете, вот вы прям чувствуете, что он вас слушает вполуха. Он вроде бы присутствует при разговоре, он на вас смотрит, он вроде бы понимает, следит за, так сказать, конвой разговора, но вот так эмпатически, эмоционально он вас не выслушивает. То есть вы не чувствуете от него эмоциональной поддержки. Также вы можете чувствовать, что мужчина вас не поддерживает в решении каких-то таких бытовых проблем. То есть, предположим, вы не знаете, как правильно что-то там подсоединить дома или как правильно какую-то загрузить программу. Мужчина, в принципе, мог бы запариться, это как-то вот разрешить, но он как бы не лезет решать ваши проблемы, потому что он воспринимает это как такое, знаете, вот вроде бы я тактично не лезу в чужие дела, потому что ваши дела он воспринимает как чужие. То есть он вас не воспринимает как своего человека, он воспринимает вас как такую совершенно чужая самостоятельная женщина, у которой есть ее проблемы, которые я не должен в них туда лезть, в решение этих проблем. Четвертая вещь, которая говорит о том, что мужчина вас не любит по-настоящему, это если вы понимаете, что он как будто бы не заинтересован в отношениях, он не прилагает усилий для того, чтобы отношения сохранить или как-то развивать. То есть, предположим, если он что-то сказал не очень хорошее, он потом не будет извиняться, если вы как будто бы ему об этом не напоминаете. Он думает, что оно как-то вот само пройдет, вроде бы как утопчется, неважно. Или, предположим, вы уперлись опять же в какую-то тему, что вам нужно, например, как-то обсудить, куда будут дальше двигаться ваши отношения, и вас это волнует, вы говорите мужчине, что вас это волнует, и он по этому поводу ничего не делает. То есть, предположим, у вас какое-то там отношение на расстоянии, или вы, скажем, время от времени ездите друг к другу в гости, и вот вы начинаете думать, что, послушай, сколько так будет дальше длиться, нам нужно с тобой что-то вот дальше думать, меня это волнует, говорите ему вы. А он по этому поводу говорит, волнует и волнует, как бы пока все хорошо, зачем ломать то, что и так работает. То есть вот это такая вещь, которую вы можете почувствовать, что мужчина, он не переживает за то, чтобы эти отношения сохранились, он не старается их как-то сохранить, не старается исправить какие-то свои ошибки, не старается их развивать.
То есть он не прилагает усилий для того, чтобы эти отношения двигались вперед. Пятая вещь, на которую вам стоит обратить внимание, это если вы прям вот чувствуете, что мужчина не дает вам эмоциональной и какой-то вот физической близости. Такое бывает в отношениях, которые длятся уже какое-то время. То есть, предположим, вначале все было вроде бы как хорошо, но теперь вы замечаете, что мужчина как-то вот, когда даже касается вас, это все как-то так холодно и формально. То есть он как-то вот, когда встречает вас, он вас целует. Но это такой, знаете, дежурный поцелуй. У вас может быть какой-то такой формальный, рутинный секс время от времени. Там, ну просто вот раз мы встретились, то уж там, раз я остаюсь на ночь, то должен быть какой-то секс. Но в этом всем нету чего-то, знаете, такого, чего возможно было когда-то, или вот нет какого-то огня. Вы не чувствуете, что мужчину к вам прямо как-то тянет. То есть формально он вроде бы как здесь, то есть физически он присутствует рядом в отношениях, но вот близости, то вот огня, какой-то, так сказать, химии, этого нет. Если вы чувствуете, что нет вот этого вот огня, то это тоже такая вещь, на которую стоит обращать внимание. Когда мужчина влюблен, вы такого чувствовать не будете. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, на какие вы обращаете признаки, чтобы понять, что мужчина к вам относится несерьезно, если у вас возникли такие подозрения. Возможно, у вас был опыт отношений, где вы как-то вот начали чувствовать, что мужчина к вам относится вроде как несерьезно, вы обращали внимание на какие-то признаки, а потом вы уверились в своих предположениях. Тогда это будут такие, знаете, уже верные признаки, которые, так сказать, продиктовал вам ваш опыт. Если вам эта тема показалась интересной, поставьте лайк, я вам буду очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, поделитесь этим видео в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.